Привет! Ты думаешь, что во всех частях Sims жизнь проходит идеально и безопасно, но на самом деле это не так. В этом видео я покажу вам абсолютно другую сторону мира Sims, где царят анархия, разбой, мошенничество, аферы и шарлатанство. Oh my! Мы рассмотрим самые интересные криминальные явления в этом виртуальном мире. В мире Sims 1, где солнце светит ярко, а газоны стрижены как ковровые дорожки, есть мрачные уголки этого прекрасного мира, где карьера преступника и карьера хакера — это не просто профессии, это вызовы судьбе с заманчивыми возможностями. Ваши симы могут выбрать путь криминальной славы, становясь преступниками. Они начинают с того, что шарятся в карманах прохожих, а затем переходят к более крупным делам. Суть работы — это заставить людей бояться вас и дойти до вершины организованной преступности, став крестным отцом. Когда ваш сим устал от стандартных дневных забот и мечтает о чем-то более увлекательном, предлагаем ему путь хакера. Ваш сим начинает с того, что борется с компьютерными вирусами и взламывает сети Wi-Fi, а затем переходит к более масштабным операциям, вроде взлома банковских систем и воровства корпоративной информации. Когда ваш сим находится в унынии или вы случайно нарветесь на картину с клоуном на распродаже, на вашем участке внезапно появится трагический клоун. Он будет вечно плакать и стонать рядом с проклятой картиной, принося с собой целый вихрь грусти и неудач. От него можно избавиться, позвонив агенту в черном. Но, естественно, это удовольствие не бесплатное – 500 симиллионов. Вероятно, этот клоун и агент в черном дружат с детства и решили устроить вам представление под названием «Ловля клоуна», чтобы вы лишились денег. Это очень похоже на мошенничество. И, конечно же, вы всегда сможете просто поджечь эту проклятую картину, и клоун сгорит вместе с вашим плохим настроением. Ваш сим может стать настоящим пчеловодом и производить мед и воск. Но будьте осторожны, запах ароматного меда может привлечь не только сладкоежек, но и нежеланных гостей. В самый неудачный момент на вашем участке появится медведица Клэр, готовая оценить ваше трудолюбие и попытаться украсть ваш мед. Однако каждый раз ее алчные попытки будут встречены агрессивным отпором пчел. Наверное, она не учла этот факт в своих планах на вкусную сладость. В мире Sims 1 безопасность не всегда гарантирована. Темные ночи на вашем участке может появиться трусливый тип в черных штанишках, готовый оценить ваше трудолюбие, украв при этом ваше честно заработанное имущество. Если у вас есть сигнализация, то у вас есть шанс, что полицейский вмешается и посадит преступника за решетку, а вам достанется небольшое вознаграждение в виде 1000 симиллионов. Однако украденные вещи вернуть не удастся. В случае отсутствия сигнализации вор успешно украдет самое дорогое и исчезнет во тьме. Даже полицейский иногда решает навестить ваш участок, причем не для того, чтобы просто пообщаться. Он может явиться с штрафом в размере 500 симиллионов за ваше чрезмерное использование химического стола для зелий. Их аргументация – рядом находится школа, где дети могут вдыхать химические пары. Кто бы мог подумать, что ваше химическое экспериментирование станет причиной для беспокойства законопослушных симов и их детей. Еще один пример мошенничества – это игровой автомат, который словно черная дыра поглощает все ваши карманные деньги. Вы также можете сделать чью-то жизнь настоящим адом, используя куклу Вуду. Но будьте осторожны, не делайте этого прямо на глазах у жертвы, иначе вас ждет не только неудача, но и возможные пощечины. Также есть удивительный декоративный торт, из которого могут выйти танцоры, мужчина или женщина. Их танец заставит всех вокруг подпрыгнуть на своих местах, ведь они танцуют с таким энтузиазмом, что публика не сможет удержаться от восторженных возгласов. Однако следует помнить, что в игре есть небольшой шанс на сюрприз. Вместо привлекательных танцоров может появиться трагический клоун. Его танец — это всего лишь печальная пародия, и после неудачного выступления он скроется, оставив за собой лишь недовольство и разочарование симов, которые рассчитывали на более яркое развлечение.
На вашу вечеринку может забрести Габи Мим. Он будет мешать всем гостям, показывая небольшие мимические сценки. Но помните, что он не пришел сюда просто так. Мим может приблизиться к столу с едой и начать налегать на закуски, запихивая их и в рот, и даже в карманы. Если вы наняли специалиста по кейтерингу, он незамедлительно подбежит к Миму и раздаст ему пару заслуженных пощечин. Вашей крутой вечеринкой могут воспользоваться и другие симы в своих корыстных целях. В самый разгар вечеринки может появиться местная звезда – Дрю Керри. Он приедет на черном лимузине, и все ваши гости сбегутся к нему, чтобы увидеть знаменитость, в то время как вы, как организаторы вечеринки, останетесь в стороне, почувствовав себя немного обделенным вниманием. Когда ваш сим спокойно наслаждается виртуальной жизнью, обычный телефонный звонок может стать розыгрышем. В режиме покупок вы можете приобрести лампу, но осторожно, если начнете ее чистить, появится джин. Он любит поставить вас перед сложным выбором и, как это часто бывает, подарить неприятные сюрпризы, такие как тараканы, наводнения, семейные скандалы, увядшие цветы, а иногда даже пожары и ненавистные соседи. Но, возможно, в этот раз вам улыбнется удача, и джин порадует вас подарком или даже горшком золота, который, конечно же, станет приятным бонусом, но не частым гостем в декларации доходов ваших симов. Незадекларированное золото можно получить и другим способом – с помощью магии. Заклинание вызовет дождь из монет, и вам не придется беспокоиться о заработке денег. Но если у вас есть любимая работа, от которой хочется иногда отдохнуть, то можно воспользоваться заклинанием для создания своего клона, который отправится на работу вместо вас. Такая афера, конечно же, пойдет на пользу моральному состоянию вашего сима. Ведь кто сказал, что немного магии и небольшой обман навредят душе? А вот чрезмерное использование магии вне Хогвартса. привлечет внимание таинственного мужчины с красной бабочкой. Он немедленно выступит в роли магического инспектора и сделает вам выговор и оштрафует за нарушение магических правил. В Sims 1 обман, жульничество, аферы и воровство представлены довольно интересно. Игра предоставляет возможность симам погрузиться в различные ситуации, где им приходится сталкиваться с моральными дилеммами и последствиями своих действий. Грязная работенка в мире Sims 2 – это карьера-криминал. Выбрав этот путь, ваш сим станет великим мастером теневых схем или, может быть, даже криминальным авторитетом. Но не забывайте, что с такими приключениями всегда связаны риски. Вам придется избегать полиции, умело обходить закон и, возможно, даже ввязываться в несколько незапланированных драк. Ваши симы не застрахованы от маленьких приключений, как визит воришки. Однако, благодаря вашей сигнализации, полиция прибудет так быстро, что даже кажется, будто они ждали этот звонок. И вот ваша комната превращается в арену битвы между законом и преступностью, словно в прямом эфире нет детского реалити-шоу. Если полицейский окажется сильнее и победит вора, то вы получите вознаграждение в сумме 500 симиллионов, но, к сожалению, ваши украденные вещи не вернутся. Не только воры могут добавить остроты в жизнь ваших симов. Недоброжелатели или просто злые души могут подшучивать над вами, украв газету или опрокидывая мусорный бак. Да, даже ваш старый друг по школе может в одночасье превратиться в вора ваших садовых гномов. Но ваши симы всегда найдут своих потеряшек. Мошенники не дремлют даже на общественных участках. Элегантно одетый, гнусный шарлатан выделяется среди других персонажей. Он оценивает обстановку на участке, перебирая пальцы. Выбрав свою жертву, шарлатан завязывает разговор и при этом ловко умудряется утащить несколько симиллионов. А вы, как свидетель подлой игры, можете смело вызвать полицию. Однако не стоит рассчитывать на помощь. Полиция, кажется, имеет собственные дела, и они вряд ли придут на общественный участок.
После получения отговорки от полиции вы останетесь с уликой того, что шарлатаны и полицейские, вероятно, играют в одной команде. Сим может отправиться пообедать в ресторан, но забыть, что у него на счету совсем мало денег. И не хватит, чтобы оплатить счет. Поэтому он может попытаться уйти, не оплатив. Если его поймают, счет увеличится в несколько раз. Но если удалось избежать менеджера зала, можно спокойно уйти домой с полным желудком. Вашим симам доступны небольшие аферы, и они с удовольствием могут воспользоваться машиной по подделыванию денег. Радость вашего сима и шелестящие симулеоны прерываются лишь звуком пожарной сирены и заглительной печати денег. Я также ожидала, что недоброжелатели-соседи наябедничают на сима и вызовут полицию. Однако приходится самой вызвать копов, чтобы продемонстрировать свое мастерство в подделке денег. Но, увы, полиции это было безразлично. И мои увлечения остались незамеченными. Более простой и доступной аферой может быть покупка денежного дерева. Однако не забывайте о своих обязанностях. Если не будете поливать его, симулеоны не вырастут. Если ваш сим настоящий профессиональный картежник с умением блефовать, то почему бы не организовать вечер покера с друзьями? Это отличная возможность опустошить их карманы. На вашем участке волшебным образом может появиться колодец желаний, который позволит вам загадать много денег. В лучшем случае падающий мешок денег упадет с небес на землю, не задев вашего сима. А в худшем... вы и сами видите, что может произойти. Но если на вашем участке возникнет старинная лампа, как из сказки, то вас встретит джин. Он вежливо поприветствует вас и предложит загадать 3 желания. Вы можете выбрать мешок с деньгами, за который, конечно же, не нужно отчитываться перед налоговой, или даже обмануть смерть. Другой темной стороной Sims 2 являются манипуляции. Накопив достаточно баллов влияния, вы можете играть на эмоциях симов, заставить друга приготовить еду или убраться в доме, либо стать источником хаоса, заставив целоваться или драться. Студенты особо находчивы, ведь они могут убедить кого-то другого заставить писать их курсовую работу, позволяя насладиться свободным временем. А еще не забывайте, что любезности с преподавателями могут повысить или понизить вашу шкалу успеваемости. NPC также оказывают влияние на ваше настроение. Злая ведьма может прилететь на общественные участки и с легкостью изменить солнечную погоду на дождь с грозой, или создать тараканов, которых ваш сим будет долго пытаться давить, оставляя в своих воспоминаниях лишь неприятный осадок. Имея в арсенале вашего сима куклу Вуду, вы можете знатно потрепать нервы вашего неприятеля. Если вашему симу слишком скучно в своем доме, он может решить развлечься телефонным розыгрышем. Однако, казалось бы, такое безобидное действие не оставит вашего сима без последствий. Даже виртуальные симы получили шанс окунуться в мир интриг и мошенничества. Вы можете стать настоящим манипулятором, управляя судьбами других симов. В мире, где симы стремятся к совершенству, нельзя обойтись без небольших хитростей. Центром мошенничества и грабежей в мире Sims 3 можно считать карьеру преступника. Поднимая навык спорта, вы можете быстро сделать грязные делишки, хотя всегда есть риск, что полиция вас поймает и отправит в уютную тюрьму. Но знаете, это не так уж и страшно, как вам кажется. Ведь в тюрьме тоже бывает интересно. Можно бездельничать, заводить новых друзей или даже подкачать мускулы. А еще в процессе работы ваш преступник может найти себе парочку приятных безделушек на память. Иногда вам придется стать курьером для особых посылок в виде конвертов с наличкой, а иногда взять на себя ответственность по доставке важных документов прямо в ратушу. Кстати, о ратуше. Даже местные депутаты могут показать свой творческий подход к управлению городом, иногда заимствуя несколько сотен из партийной кассы. Есть и еще одно место, где вашего персонажа обдерут до ниточки. Это цыганский вагончик. Здесь вы можете получить загадочные предсказания, но чтобы раскрыть все тайны своей судьбы, вам придется выложить все больше и больше симулеонов.
А если ваш персонаж обладает даром экстрасенса, то вы можете попрактиковаться в частных предсказаниях или организовать собрание в городском театре и притворяться знаменитым медиумом, зарабатывая таким образом немалые деньги, но это грозит появлением факелов и вилл. В темное время суток клептоманы становятся настоящими мастерами воровства, украдя то, что случайно оказалось под рукой. Иногда они даже приносят добычу с работы, не упустив возможность добавить что-то интересное в свою коллекцию. Но воровство – это не только прерогатива клептоманов, но и деяние злых персонажей. Даже малыши не застрахованы от их коварства. Их последний леденец может исчезнуть в мгновение ока под влиянием злобных намерений. Сфера афер и мошенничества требует постоянного финансирования для своего развития, поэтому злые персонажи могут пожертвовать свои симолеоны на злодейские дела, чтобы укрепить позиции преступности в мире. В вашем доме в мире Sims 3 может появиться вор. Однако, если у вас установлена сигнализация, полиция прибудет вовремя и разберется с незваным гостем. Если коп вступит в драку с преступником и одержит верх, полицейский наденет наручники и отправит за решетку. Но помните, в вашем распоряжении также есть место моральным дилеммам. Ваш Сим может решить поступить по-доброму и отпустить вора, в надежде на его исправление. В таком случае вор, возможно, вернется и проявит свою благодарность неожиданным образом. Украшая город разнообразными граффити, вы можете столкнуться с неожиданным вмешательством полиции. Они могут заявить, что ваше творчество не соответствует культурному наследию города, и на вашего Сима наденут наручники, чтобы отвезти его домой. Кроме того, вам придется заплатить немаленький штраф в размере 1000 симолеонов. Такие небольшие акты бунтарства всегда привлекают внимание правоохранительных органов. Такое поведение полиции меня возмутило, и я решила дать им отпор. Достала бурильную установку и начала сверлить дыру в земле полицейского участка. Такая афера с моей стороны позволила 3 преступникам из тюрьмы сбежать на свободу. И в благодарность за это мой кошелек пополнился щедрым вознаграждением. В мире Sims 3 так много возможностей, что мы можем проявлять себя не только как законопослушные граждане. Другим актом неповиновения может стать митинг. Вы можете агитировать за любую цель и манипулировать сознанием других. Если ваша речь будет пламенной и заводной, то толпа поддержит вас, и вы сможете достичь желаемой цели. Однако, если ваши ораторские навыки не на высоте, полиция не заставит себя ждать и разгонит вашу забастовку. На форумах пишут, что в метро действуют карманники, но я совершила более 100 поездок, и моего Сима никто не ограбил. Путешествуя в машине времени, ваш персонаж может взять с собой деньги, торт, одежду, драгоценности и даже детей. Некоторые персонажи обладают хитрым талантом попрошайничества, и они не стесняются выпрашивать у вас еду или деньги. Но среди остальных симов не всегда найдется тот, кто готов поделиться с вами своими ценностями, без особой уговорщины. Однако, если вам нужно больше, чем просто копейки, можно быть более изобретательным. Зачем выпрашивать у других симов деньги, когда можно отправиться в будущее, узнать результаты лотереи, вернуться в настоящее и приобрести выигрышный билет? Одна такая афера, и вашему Симу не придется ходить на работу. Даже если ваш Сим настоящий лентяй, не переживайте, ведь даже из своего дома можно заработать приличный капитал. Просто вложите немного усилий в поиск старой лампы. Оттирая пыль с нее, вы случайно освободите джина. Немного волшебства, и вы можете насладиться кучей денег, за которые не понадобится отчитываться перед налоговой. Еще одним способом нелегального заработка является так называемое денежное деревце. При заботливом отношении оно будет радовать вас кошельками. Но будьте осторожны, если что-то пойдет не так, вместо купюр в ветвях могут появиться лишь счета. В мире Sims 3 также присутствуют игровые автоматы, которые манят своими заманчивыми ручками. Но не будьте наивны, здесь именно вы главные архитекторы обмана.
Вы можете взломать эти аппараты своими хитроумными методами. И помните, что в этой игре не они вас обманывают, а вы обворовываете их. Подкупить можно не только политиков, но и вышибал местных крутых клубов. Главное не скупиться и давать щедрые взятки, ведь в этом мире деньги могут открыть двери даже там, где законы и правила кажутся непроницаемыми стенами. Маленькие симы могут показать себя не с самой лучшей стороны. Можно, конечно, списать сделанное домашнее задание, но я бы не советовала попадаться на глаза, иначе будет настоящий скандал. Дети могут проявить свою изобретательность и зарыть свое домашнее задание в песок, но, честно говоря, это не слишком умное решение. В университете также можно воспользоваться некоторой хитростью, чтобы освободить себе день от занятий. Просто находишь друга, готового выступить в роли твоего двойника на паре. Даже друг-профессор не откажет вам. Но это только начало. Если у вас хорошие связи, вы можете пойти дальше, попросить профессора сдать экзамен за вас или даже получить ответы заранее. В университетском мире наличие связей позволит достичь немалых высот. Владельцы космических тарелок имеют возможность похищать персонажей. Когда адреналин зашкаливает, почему бы не устроить настоящую территориальную битву, где вы можете разгромить мирных горожан? Крики, страдания и отчаяние создадут неповторимую атмосферу, пропитанную безумием и властью, подарив вам власть над миром Sims 3. Волшебные феи способны обмануть даже игровые автоматы, доставая свои желанные игрушки. Автоматы со сладостями и содовой – это настоящий камень преткновения для любителей халявы. Если вам повезет и удастся хорошенько их потрясти, то, кто знает, может быть, вам улыбнется удача, и вы получите желаемый товар абсолютно бесплатно. Криминальный мир в Sims 3 настолько многообразен, что игра может оказаться не такой наивной, как кажется на первый взгляд. Взятки, воровство, незаконное присвоение денег, мошенничество – все это делает игру живой и многогранной, добавляя в нее элементы реализма и вызывая интерес к разнообразным аспектам виртуальной жизни. В мире Sims 4 существует две карьеры, которые сразу же ассоциируются с непорядочностью – преступник и тайный агент. Преступники живут вне закона, зарабатывают кучу симолеонов и наслаждаются жизнью. Вы будете завоевывать авторитет, убегать от полицейских и создавать свой порядок в преступном мире Sims. А что касается тайных агентов, то они изучают... Иногда приходится применять... Ну и куда же без... Однако карьера детектива также имеет свою темную сторону. Пока начальство пьет кофе в своем уютном кабинете, плохие копы могут использовать любые методы, чтобы раскрыть преступление. Например, запугивать, вести себя как безумный, просить взятку или размахивать наручниками. И если бы симы могли умереть от испуга, на полицейском участке было бы кладбище. На самом деле, каждая карьера в Sims 4 таит в себе долю уловок, махинаций и жульничества. Это становится ясно, когда ваш Сим отправляется на работу и сталкивается с карточками шанса. Сделав тяжелый выбор, Сим может заработать известность, репутацию или даже кучу симолеонов. Но также есть шанс, что его понизят в должности или даже уволят. И вот тут-то начинается настоящая игра. Подтасовать результаты. Здравствуйте, законодатель стиля. Разузнать про мэра. Журналисты, вы в деле. Или взять взятку. Преподаватели и администраторы, вы тоже не отстаете. Виртуальный мир Sims 4 может быть таким же живым и жестоким, как реальный. В мире Sims 4 коррупция процветает на всех уровнях общества, начиная с высших эшелонов. Законодатели правосудия, великие политики мира Sims не всегда остаются чистенькими. Государственные служащие могут с легкостью обещать золотые горы на митингах, а затем просить взятки, не испытывая при этом ни капли совести. А любители пиара готовы на самые безумные трюки, лишь бы поднять свой рейтинг и укрепить свою позицию в обществе. Даже знаменитости имеют личную жизнь, но назойливые папарацци будут преследовать их днем и ночью.
Чтобы избавиться от них, можно прибегнуть к взятке. Это предоставит знаменитостям некоторое время на моральное восстановление. К среднему классу я отнесу симов, которые имеют хоть немного денег в кармане. Такие симы часто мечтают о посещении закрытой вечеринки в компании известных личностей, чтобы почувствовать себя немного важнее. Однако путь к такой вечеринке преграждают вышибалы, которые проверяют уровень знаменитости. Но что может предложить обычный сим? Правильно, только деньги. Предложив небольшую взятку вышибале, такой сим может немного приблизиться к миру звезд. Есть и другие персонажи, обладающие скверной репутацией. Дружбу с ними не просто завязать, но есть одна хитрость. Вы можете предложить персонажу взятку в обмен на дружбу или начальству в обмен на карьерный рост. Имея плохую репутацию, ваши персонажи могут получать звонки с предложениями придерживать деньги для отмывания. А если ваш дом находится в суперэкологичном районе, но ваш участок не соответствует требованиям, то к вам явится экологический инспектор. Если успеть заметить его до того, как он поставит печать на документах, то вы сможете предложить ему закрыть глаза на экологическое безобразие. Конечно же, за определенную сумму симолеонов. Участвуя в ярмарке, Сим может осознать, что его выставочный экземпляр не является лучшим, и на приз не стоит рассчитывать. Однако нет причин унывать. Достаточно найти судью, завязать непринужденный разговор и предложить внимательнее рассмотреть вашу позицию на ярмарке, положив при этом пару сотен симолеонов в его карман. Низший класс в обществе Sims – это симы, которые не имеют финансовых средств, но в то же время обладают пониманием психологии других персонажей. Их обаяние и хитрость могут пригодиться в различных ситуациях. Имея парочку знакомых, такие симы могут попросить у них деньги в долг, но кто сказал, что они должны их вернуть? Вам кажется, что мир Sims 4 слишком идеален? Я докажу вам обратное. Мошенники и жулики всегда ожидают, когда ваше внимание будет рассеяно. Они готовы использовать каждый момент вашей невнимательности в своих целях. Даже обычные дружеские объятия симам-преступникам могут оказаться дорогими. Вы можете обнаружить, что ваш кошелек исчез без следа. Компьютерные гении так увлеклись своими навыками программирования, что превратили хакерство в искусство. Почему бы не взломать пару крупных компаний или даже трастовый фонд Лотарио? Ведь зачем следовать правилам, если можно создавать свои? Их мастерство настолько велико, что они могут без труда подделать свою производительность на работе, обойти охрану или даже взломать суперкомпьютер, словно это детская игрушка. А что касается подростков, они тоже не отстают. Ведь зачем тратить время на учебу? Можно просто подделать свои школьные отметки. Однажды Симу могут позвонить и предложить инвестировать 1000 симолеонов в бизнес. Сначала это может показаться привлекательным предложением, ведь кто не хочет получать дивиденды? Однако вскоре последует второй звонок с просьбой о дополнительной помощи. Этот сценарий может повторяться несколько раз. В итоге это все больше и больше напоминает мошенничество, а не инвестиционную возможность. Эта же аферистка может позвонить вам среди белого дня и спросить, не хотите ли вы стать счастливым всего за 1 симолеон? Виртуальный мир Sims 4 не лишен благотворительных фондов. Вы можете оказаться в ловушке мошенников. Ведь благотворительный фонд может оказаться неофициальным, и ваши деньги могут просто исчезнуть в никуда. Даже самый скромный Сим может побывать в роли тайного агента и осмотреть грязное белье своего соседа. Но вот если ваш сосед окажется богатым и его хранилище с деньгами случайно открыто, то у вас появляется уникальная возможность неплохо обогатиться. Некоторые персонажи, имея черту клептоман, способны испытывать жажду кражи и зачастую воруют всякие безделушки. И если в вашем районе введен непревзойденный комплекс мер «все ваше, наше», то не удивляйтесь, если после прихода гостей ваш дом будет выглядеть немного пустым. Ведь Симы, похоже, тут приняли девиз «бери что хочешь, не спрашивай». В режиме строительства игры вы можете наткнуться на интересный девайс – подслушивающее устройство.
С его помощью ваши персонажи смогут раскрыть грязные секреты других симов, которые затем можно использовать для шантажа. Нелегальное обогащение может начаться с непримечательного телефонного звонка, в котором сообщается о неожиданном наследии. Однако за этими обещаниями всегда скрывается загадочное «но». Если ваш персонаж поддается соблазну быстрого обогащения, то условия сделки оказываются не столь простыми, ведь придется связать себя узами брака не позднее, чем через 7 дней. И после этого ваш сим обнаружит, что напряжение и неприятности не оставят его. Такой подвох можно назвать эмоциональным вампиризмом, когда играют на ваших чувствах и эмоциях. Есть иной, более хитрый способ пополнить кошелек, не требующих особых усилий. В заброшенных садах находится шепчущий колодец. Пожелав финансовых средств, ваш персонаж может забыть о работе и финансовых проблемах. Однако, как всегда, есть нюансы. В студенческой жизни тоже есть место для афер. Персонажи с наклонностями к пакостям могут сделать пожертвование университету, чтобы улучшить свои шансы на поступление. Однако имейте в виду, у вас может появиться удача, и вы наткнетесь на кого-то без моральных принципов в приемной комиссии. Но также существует риск, что ваш план обмана провалится, и придется еще и платить штраф. Но если вы все же поступили в университет и хочется немного отдохнуть, то можно списать домашнее задание, но можно пойти дальше и списать целую курсовую. Однако самым большим обманом по отношению к игрокам стало решение сделать Sims 4 бесплатной. Многие фанаты игры приобрели официальную версию и приобрели множество дополнений, но в один момент все изменилось, и игра стала доступной всем, а игроки получили бесполезный комплект роскоши пустыни. Игра, которая имела цену в $40-50, стала стоить 0, а игрокам дали комплект ценой в $5. Такой ход можно назвать обманом со стороны разработчиков. Этот анализ темного мира Sims действительно позволяет сделать выводы о том, что мошенники и жулики активны и бодрствуют, стремясь обокрасть ваших симов. Возможно, даже наоборот. Ваши симы являются центром преступного мира, находясь во главе криминальных деяний и наводя свои порядки на улицах мира Sims. Ставьте скам, подписывайтесь на Джина, пишите про аферы в комментариях и подписывайтесь, чтобы избежать обмана. Спасибо за просмотр. Пока!